Счастье, счастье, летит счастье. А вместе с счастьем события, которые нас ждут на это полнолуние. События, которые мы ждем, и события, которые ждут, чтобы о них предупредили, заранее рассказали, чтобы они стали полезными. Вот такие события, которые сами просятся, чтобы ими пользовались и подготовились к этим событиям заранее. А это 7 марта полнолуние, которое будет в знаке зодиака Дева. И это полнолуние, почему особое такое к себе внимание берет? Ну, само по себе полнолуние в Деве, оно уже сразу обязывает к чему? К порядку, о котором мы сейчас поговорим. Что это за порядок? Что это такое? Это выражение «хочешь любви, помой руки» и все остальное. Это общее такое выражение всегда, когда полнолуние в Деве. Но мы глубоко его рассмотрим. И следующее событие, которое тоже с этим полнолунием происходит. И звездное небо дает нам следующую подсказку. Сатурн. Сатурн 7 числа в день полнолуния тоже делает транзит. Делает транзит в знак зодиака Рыба. В знак зодиака Рыбы. И этот транзит о многом говорит нам, входя в тот же день, что и полнолуние. Мы сейчас эти два события свяжем. Большую поддержку и подсказки, которые будет нам давать еще Селена, которая находится в знаке зодиака Рыбы. Все это вместе сейчас мы с вами рассмотрим. Но вижу Розану, слышу такие слова, сразу, конечно же, сразу. Ну, давайте по Селене, такой счастливый лайк от самой Селены. Когда ты посылаешь запрос к Селене, ты всегда получаешь ответ. Когда ты ставишь по Селене лайк, ты получаешь, конечно же, такой же счастливый лайк. Спасибо. Итак, мои хорошие, 7 марта полнолуние в знаке зодиака Дева. Ну да, полнолуние такое. Чистка, завершение какого-то этапа, завершение какого-то периода. И посмотрите, какое идет завершение периода. Завершение периода транзита Сатурна. Он 3 года находился в знаке зодиака Водолей. Этот период завершается. И посмотрите, как завершается. Ты должен чистку сделать, почистить ментально. И сделать это основательно, сделать это капитально. Ты должен сделать чистку своего пространства. И следующее, ты должен чистку сделать своего организма. Вот это 3 в одном. Ты очищаешься, завершаешь, заканчиваешь один этап. И действительно, Сатурн завершает, заканчивает один этап, переходит в другой. Как раз на стыке они и встречаются. Посмотрите, еще чем это полнолуние, оно чем обособлено. Тем, что полнолуние в Деве очень уважает время, очень уважает план, расписание, уважает труд, скрупулезность, чистоплотность, пунктуальность. То есть то, чему отвечает Сатурн. Мы с вами очень четко будем чувствовать, период один закончился, все это уже не работает. Но ты автоматом идешь, вот волной автоматом идешь, ты не сделал эту чистку, ты не сделал эту проработку, ты это все за собой тянешь на следующий период. Надо завершить, закончить. Вот такая идет подсказка. Ментально разберись, с кем ты общаешься. Если к тебе в дом приходят и приносят всегда только одни жалобы, недовольство, разочарование, уныние,
жалуются на жизнь, жалуются на детей, жалуются на близких, жалуются на... Если тебе человек приходит и приносит в твое пространство, в твою энергию, постоянно такую энергию, разберись ментально, что ты здесь делаешь, почему ты этот мусор принимаешь. То есть ментально разберись. А может быть, ты сам так делаешь? Может быть, ты сам жалуешься? Может быть, ты сам недоволен? Может быть, ты сам в этом во всем возишься? То есть разберись ментально. Пространство свое. Почистить то пространство, где ты спишь. Пространство, где ты пищу принимаешь. Пространство, где ты очистительные процедуры принимаешь. Ванну принимаешь. То, из какой посуды ты принимаешь пищу, на какой постели ты спишь, за каким столом ты работаешь. Посмотри пространство, у кого в доме есть цветы, каждый листочек протереть. Он требует внимания. Вот, кстати, я уже почистила. Это просто каждый листочек почистила. Вы себе не представляете, красота невероятная. Они просились их почистить все, абсолютно все. И это делать не специально, не от прям кусок времени, а вот ты что-то, какой-то поставил фильм, какой-то сериал, с кем-то разговариваешь по телефону и делай чистку. Так, незаметно. Другое что-то, потом опять вернулся, закончил, потом еще вернулся, закончил. То есть ты это делаешь в удовольствие, не занимая особо своего времени. Это идет в твое как дополнение. Общаешься или что-то смотришь, или что-то слушаешь, и эту работу делаешь. То есть очистить пространство. И следующее. Кто эту подсказку тоже понимает, кто эту подсказку слышит, внутренне почиститься. Кто-то, может быть, специальные какие-то травы попьет, кто-то, может быть, разгрузочный день сделает, кто-то какие-то другие процедуры, но и физически почиститься. Потому что, да, заканчивается один период, мы с вами идем в другой период. И они настолько совпали. А что это? Вот это то, что совпало, это огромнейшая подсказка, которая нам говорит: закончился период, заверши его, переверни страницу. Сатурн – бог времени и слуха. Это слух. То есть как ты слышишь. Ты можешь послушать, но ты не услышал. И это не есть плохо или хорошо. Мы такие категориями никогда не рассматриваем жизнь. Мы всегда смотрим. Не пришло, значит, время. Человек не услышал. И он долго может не услышать. Но вот именно Сатурн отвечает за это. Находясь в знаке зодиака Рыбы, ты волей-неволей, у тебя это повышенное будет. Оно будет сконцентрировано, повышено. Ты будешь эти какие-то сигналы слышать. Поэтому, да, такое чудесное совпадение – это само полнолуние в Деве, которое делает очень большую генеральную уборку. И живописно звучит: хочешь любви, как физической, так и любви к себе, любви к своей жизни, любви к своему возрасту, любви к своей энергии. Вот хочешь любви, почисть, помойся, начни с рук, и все остальное почисть, как ментально, так и все остальное. Следующее мы с вами смотрим. Да, полнолуние в знаке зодиака Дева, но Селена находится в знаке зодиака Рыбы, и туда идет Сатурн. Вместе с этим полнолунием мы вот в этот же день оказываемся вот в таком роскошном, прекрасном треугольнике. И этот треугольник выстраивается, в центре его выстраивается Сатурн. Помогает ему и поддерживает Сатурн сама Селена. Поэтому мы этот переход легко с вами пройдем. Это показатель того, что этот переход от одного этапа, который закончился, к следующему этапу, он переходит плавно. А в рыбах все делается плавно. В рыбах все делается плавно.
Жизнь будет вести, она тебя ведет. Особенно, если ты не просто слушаешь, а ты слышишь. Вот такое чудесное, конечно, полнолуние, которое нас с вами ждет. И мы заранее к нему подготовились. И что? Значит, те знаки зодиака земные, тельцы, дева и козероги. Вам как никому нужно сделать эту генеральную репетицию, то есть генеральную подготовку. Да, все задействовано, чтобы было и ментально, и пространство свое, и физически. Делаем это уборку, план построить, себе наметить какую-то перспективу, свои желания, все это в форму взять. Все это в форму взять, потому что Сатурн ваш, то есть то, что вообще все земные знаки, вы перемещаетесь. Вы перемещаетесь там, где вашему состоянию будет легче, приятнее. Все, что вы не задумаете, все, что вы не заложите, оно будет легче расти, потому что это находится в водной стихии. Вода будет поливать землю, то есть вам легче пройдете это все, если подготовитесь. Раки, скорпионы и сами рыбы. У вас находится, это водная стихия, там находится Селена. И это большая успешность, успех, который вас ожидает. Успех, процветание. Близнецы, весы, водолеи. Легкость. Легкость. Плавность, освобождение, прорыв, обновление. Да, уходят старые, даже связи старые какие-то уходят. Ментально уйдут старые какие-то проблемы, которые у вас так долго находились, вы с ними не могли. Какие-то страхи, какие-то фобии, неуверенности. С легкостью у вас меняются. Отпускаете, расстаетесь, завершаете, заканчиваете. Очень многие в этот период, на этот период могут именно освободиться от каких-то зависимостей ненужных. Они у вас плавно проходят вот таким образом. Ну и овны, львы и стрельцы. Этот период для вас не обжечься. Не обжечься. Смотрите, как много собирается огня, потому что Юпитер находится в огненном знаке. Сам Юпитер, огонь, находится в огненном знаке. Вам огонь и этот транзит, и само полнолуние, вам этот огонь согреться. Не выгорание такое, что я столько делаю, что я так устану. Нет, согреться, себя обогреть, успокоить, расслабить. Потому что Юпитер вас будет поддерживать. Не обжечься, а именно обогреть, согреть, уют создать. А когда ты в этом состоянии, в состоянии уюта, ты очень хорошо от Юпитера мудрости слышишь подсказки. От Сатурна и от Юпитера. От Сатурна мы проходим опыт. А так как у вас находится овны, львы и стрельцы, так как у вас находится в огненном знаке находится Юпитер, вам очень подсказки будут на мудрости. Вы философию жизни сможете подложить по своей любые ситуации. Вот такое нас с вами ждет. Роскошное, прекрасное полнолуние, которое дает чудесные подсказки. И эти подсказки, они хотят, чтобы о них узнали и их применяли. Ну что, мои хорошие, будем следовать. Кто услышал? Будем следовать этим подсказкам. Бесконечно вас всех уважаю. Спасибо, спасибо, спасибо всем за поддержку. Я думаю, что переход Сатурна увеличит эту поддержку, чтобы нам с вами вместе в 23-й год от многих ненужных вещей избавиться и очень много приобрести. Самое большое, что ты можешь приобрести,
и к чему ты идешь, это самого себя, обрести самого себя, навести порядок. Когда здесь порядок, это ты в ладу с самим собой. Ты совсем абсолютно можешь справиться. Когда есть стержень, когда есть уверенность, когда есть философия жизни, и все это основывается на базе позитива, ты тогда совсем абсолютно можешь справиться. Бесконечно вас всех уважаю. Всем спасибо. Жду от вас, да, вот такие вот по Селене, по Юпитеру лайки. Обнимаю вас. Обнимаю. Нас впереди ждут очень интересные события, очень интересные, знаете, знания. Знания, которые применяешь на практике. Ты не просто почитал, ты это можешь применять на практике. Ну, почисть свое пространство. Это такое удовольствие. Почисть себя – это удовольствие. Ну, применяй эти знания. Готовлю вам очень хорошее видео с Плутоном. Я вам обещала пройтись по домам. У кого в каком доме, потому что Плутон тоже заканчивается одна энергия. Плутон стоял в Козероге и идет к Водолеям. И хочет идти туда, и идет туда на 20 лет. То есть, конечно, меняется, но меняется вся вот это вот колесо жизни, оно вот куда-то подошло, и для того, чтобы его закрутить, завернуть обратно, на следующий оборот жизни, это вот энергии все перемещаются. Поэтому да, готовлю вам хорошее очень видео. И до встречи. Обнимаю.